как Шрила Прабхупада удивительным образом совмещал в себе духовность и практическую сметку. Это очень трудно совместимые с друг другом вещи. Либо человек весь из себя шибко духовный, витает в облаках, либо человек практичный, стоит твердо на земле. Но у Шрилы Прабхупады было и то, и другое. Шрила Прабхупада неоднократно проявлял свою духовность, он проявлял постоянно, но свою практическую смекалку он тоже проявлял много раз. И особенно это проявилось в истории, знаменитой драматичной истории с покупкой земли в Бомбее, когда хозяин этой земли, бывший шериф Бомбея, главный полицейский Бомбея, очень гордый, очень демонично настроенный человек, сначала вроде бы согласился продать землю, получил задаток, потом отказывался подписывать документы и так далее. Это была долгая история. Но Шрила Прабхупада, он вцепился мертвой хваткой в эту землю. И чтобы, все знают, наверняка слышали, этого человека звали мистер Найер. И чтобы понять, что это был за человек, надо знать, что ученики Шрилы Прабхупады в Бомбее в то время, их основным служением было проповедь пожизненным членам. Они ходили в разные офисы, в какие-то дома богатых людей, индустриалистов, записывали их в пожизненные члены, получали какое-то пожертвование и таким образом поддерживали свое существование, делали какие-то там проекты и так далее. Вот. И у всех людей, у всех преданных, которые начинали это служение, это непросто. Прийти в офис к какому-то богатому человеку, обратиться к нему, начать что-то говорить. Так или иначе, не всякий человек так вот с разбегу может это делать, поэтому у них был обычай сначала посылать новичка к мистеру Найеру. Если они выживали после мистера Найера, то, соответственно, их пускали ко всем остальным. Вот. И Гурудас рассказывает, что когда мы пришли к мистеру Найеру и попытались ему там показать ему книги или сказать что-то о Кришне, мистер Найер стал, брызгая слюной, кричать: «Мне не нужен этот ваш Кришна, я сам Кришна, я сам Кришна, я Кришна, какой Кришна, я сам Кришна». Вот, когда он немножко успокоился, Гурудас у него смиренно спросил: «Извините меня, пожалуйста, господин Кришна, это вы все океаны сделали здесь?» Мистер Найер стал, не слушая никакой логики, стал кричать: «Это я Кришна, это я Кришна». Гурудас спросил: вы, значит, Бхагавад-гиту рассказали? Можете сказать, что вы в ней говорили? Он стал кричать: «Я Кришна, я Кришна». Вот. Но так или иначе, Шрила Прабхупада очень хотел получить эту землю, которая принадлежала господину Найеру. И он однажды подошел к Гурудасу и сказал: «Ты такой хороший проповедник, и ты можешь найти общий язык с кем угодно. Ты человек мягкий, и ты легко входишь в доверие, находишь путь к сердцу каждого. Иди к господину Найеру и договорись с ним, наверняка ты сможешь до него достучаться». Он сказал это, потом посмотрел на меня, Шрила Прабхупада говорит, посмотрел на меня и говорит: «Не, ничего у тебя не получится, потому что у тебя практической смекалки нет». Он говорит: позови-ка Тамал Кришну». Позвали Тамал Кришну. «Тамал Кришна, иди к мистеру Найеру, господину Найеру. Ты вообще очень практичный человек, ты любому, кому угодно руки вывернешь, кого угодно заставишь делать то, что он не хочет». Он посмотрел на Тамал Кришну и говорит: не получится, потому что ты не сможешь до него достучаться, ты можешь только руки выворачивать. Вот.
И вдруг Шрила Прабхупада просиял, как будто бы его осенило. Вот он говорит: о, я знаю, кто сможет это сделать. Я. Только я смогу это сделать. И он таки смог это сделать. Он смог с ним договориться. Мистер Найер вначале согласился, взял предоплату какую-то, потом он начал тянуть резину. Шрила Прабхупада все равно настаивал. И просто как это все получилось, очень интересно. Шрила Прабхупада настаивал, так или иначе, и он договорился с господином Найером о встрече. Тот не хотел, долго тянул, потому что он знал, что у Шрилы Прабхупады есть сила какая-то. Вот. Господин Найер, чтобы так или иначе выйти победителем из этого, взял вместе с собой одного йога, мистика, в качестве группы поддержки, чтобы тот не позволил ему дать какую-то слабинку или еще что-то такое. Шрила Прабхупада увидел, что мистер Найер пришел не один с этим йогом. У йога длинные волосы, уложенные короной на голове, спутанные. Вот. Шрила Прабхупада не стал торопиться, не стал приступать к делу. Он сначала накормил. Он накормил их сытным обедом. Они поели их, стало клонить в сон. Шрила Прабхупада говорит: почему бы вам не отдохнуть немножко? У нас тут есть комната. И он отвел йога в одну комнату, а господина Найера в другую комнату. Они прилегли. Как только они прилегли, уснули, Шрила Прабхупада шепнул ученику: будите господина Найера, а йог пусть спит. И Шрила Прабхупада, оставшись наедине с ним, добился то, чего ему нужно было. Вот, это то, каким образом Шрила Прабхупада мог делать дела.